работать с дороги, чтобы не было видно. Машина узнаваемая, люди, несмотря на то, что нету, друзья, ни надписи, ничего, люди все равно узнают. И, к сожалению, потом просто в те места, в которые я езжу, возможно, будет проблема какая-то съездить. Эти места могут быть заняты, люди их потом занимают, пытаются там, не знаю, очень сильно их засоряют. Поэтому я вот куда-нибудь вот сюда отъеду. От реки 30 метров поставлю машинку. Ой, ребята, прекрасная погода, птички поют, солнышко светит. Вчерашняя непогода, вчера был град, сегодня уже хорошая погода. Вчера выбиралась рыбачить с фидером. Вы слышите? Мне кажется, я очень громко разговариваю, нужно говорить потише, потому что здесь так тихо и спокойно. Пойдем покажу реку вам. Ну, дороги как таковой нету, но я все равно заехала. Я же на Дустере. И вот она река. Вот она красота. Посмотрите. Очень красиво. Очень. Так, друзья, перед тем, как полностью надеться, обрабатываю себя от клещей, потому что вот только что подошла к реке, вам ее показывала, сразу же подцепила клеща. И они маленькие, здесь такие нездоровые, которых хорошо видно, а маленькие. Сегодня не в забродниках, вот в такой вот, типа, как сказать, робит, надела маленькие вот такие вот сапожки, штаны обычные. Мой спиннинг специально для рыбалок на малых рек. На свой страдик, друзья, накрутила новую плетенку, потому что то уже совсем не было. Кто смотрел, следил за моими спиннинговыми видео, тот видел. Вот. В сочетании с моей теогой Smile Game, катушка Страдик C2000, Страдик C4, Страдик C4, что-то у меня из памяти стали названия выпадать. Спиннинг заряжен. Поставила серебристую колебалочку Максима Копцева. Вот она. И иду к реке, благо недалеко идти. Погнали? В воду заходить нельзя. Ну, в принципе, мне не надо. Будем пробовать ловить к ним. Так, проверим, как новая плетенка полетит. Прекрасно. Пускаю на струю. Ну, такая, наверное, знаете, тяжеловатая для этой реки приманка. Здесь вот она уже цепляется. Здесь глубина, понимаете, меньше. Тяжеловато. Сейчас еще пару забросов сделаю. Не подхватывает струя. Вот я и засадила, ребят. Первый. Трава, понимаете? Трава. Нам надо будет сейчас что-то выбрать по приманкам, что будет по поверхности проходить. Ставить надо, ребят, совсем какую-нибудь малышку 1,5-2 грамма. Сейчас. Да, вот так вот сначала приезжаешь и ищешь по весу подходящую приманку на реке. Конечно, не каждая канает. Вот это, ребят, поинтересней. Вот это вот уже парит.
Красиво парит приманочка, копик этот. Супер. Такой вот красивый поворотик с песчаными вон выходами, с вон интересные такие завалы. Угу. Короче, у меня с собой, ребят, второй спиннинг. Я пошла зарядила еще Шимано. Буду проверять места воблером, вот таким вот щучьим, и ультралайтом. А вдруг есть то здесь, что захочет взять на воблер. Да, воблер лучше, конечно, для этого места. Он не цепляет ни траву, ничего. Очень хорошо проходит вот все места, видите. И вот так вот я четенько иду с двумя спиннингами вдоль реки. Очень хорошо просматривается, что здесь есть. Ну вот, допустим, вот это место можно пообкидывать ультралайтом. Все-таки ставлю, ребят, чуть-чуть побольше приманку, потому что это у меня не долетает туда, куда я хочу. Очень легенькая совсем. Такое страшно. Продолжаю отбрасывать, на мой взгляд, интересные для рыбы какие-то укрытия. Наверное, то, что я так стою близко к урезу воды, это наглость с моей стороны. И нормальная рыба никогда не клюнет, если меня вот так вот увидит. Ну, мало ли, знаете, как в жизни бывает всякое. Такой вот красивый, друзья, поворот. Козлиные вон эти копытца небольшие. Я продолжаю идти по реке, по реке. Бросать ее. Оп. Красота. Ну что, друзья мои и подруги, был только один выход, удар на блесну наши в форме клопа весом 2,3 грамма. Я продолжаю менять приманки. Сейчас, наконец-то, впервые за все время увидела какую-то рыбку в воде. Это мальки. Мальки вот такие вот крохотные, но их очень много. И они стоят там ближе к глубине. Там такая темная большая яма. Если есть малек, значит здесь должен быть тот, кто отложил икру. Поэтому будем продолжать искать. А пока
я собираюсь перекусить, потому что природа, так сказать, нагоняет аппетит. Просто тушенки захотелось. Еще вечерочек впереди. Вот прогреется водичка. Что-нибудь проклюнется. Потому что рыбка тоже ждет весну нормальную. Если ничего не поменяется, то на следующей неделе наконец-то будет потепление. Зато место здесь нереально красивое. Согласитесь. Ой, ребятки. Зато как красиво птички поют, да? Если бы еще не этот ветер холоднее, вообще бы была песня. Вот здесь вот резкий свал, уход на глубину, не знаю, вот покажу вам, давайте в очке. Оп, 2 секунды надену на вас очки. И вот здесь вот малек. Ну, реально его много довольно-таки. И я решила на нем проверить. А что ему нравится? Ничего ему не нравится, вы понимаете? Ничего. Тут вот довольно интересные места на реке. Поглубже. Побыстрее течение, такое ощущение создается. Ну вот еще полчасика поброжу, если ничего не клюнет, то перееду на другую реку. Ну что, друзья, а теперь, наверное, пришло время вертушки, потому что на колебалке ничего не откликается. Может быть, рыбке надо что-то поактивнее. Сейчас мы проверим, посмотрим. Вот здесь вот хорошая довольно-таки идет струя. Главное сделать выброс. Единственный минус вертушек, они очень сильно цепляются везде за дно. Здесь довольно много травы, много коряжника. И это, конечно, нам не в плюс. Но попробуем, попробуем. Ребята, есть какая-то рыба. Есть, ребят. Вот я говорила вам, что сначала клюнула на одну вертушку, а теперь клюнула на вторую вертушечку. Не знаю даже, что за рыба здесь может быть. Фу. Ого. Ого, ребята. Ребята, это же хариус. Друзья мои. Друзья мои. Красавчик. Красавчик. Ребят, вот такая вот красота взяла. Вот такой вот красавец. Обалденный. На вертушку мохнатого. Класс. Класс. Ребята, хариус — это рыбка, занесенная в Красную книгу Республики Беларусь. Поэтому в случае поимки она должна быть максимально быстро извлечена с крючка и отправлена обратно в освояси. Оп! Красава! Не поплыл? Я не ожидала.
Я не ожидала, я думала, может быть, здесь есть какая-то другая рыба или что-то еще. Но то, что будет вот такая рыба, для меня это большое удивление, потому что река довольно теплая. Видите, как она активно играет? Эта река довольно теплая, она уже достаточно сильно заросшая. Я рассчитывала на то, что за счет того, что здесь уже есть какая-то растительность, может быть, будет какая-то щучка, может быть, что-то еще. Непонятно. Вертушка – это универсальная приманка. На вертушку можно поймать фактически любого хищника, белого и зубатого. А на вертушку можно вот на такой расцветке вертушку. У меня клевали на нем они окуни, щука, а на такую может клюнуть голавль. И насколько я помню, у меня на такую клюнула форель, и вот сейчас клюнул хариус. Вертушки чаще за все цепляются, поэтому уже вторую оборвала, но теперь я поставлю 0,22 леску. Это не флюорокарбон, простая, но все же больше будет вероятность того, что если вдруг где-то зацепится, что я ее выведу, а не буду на каждой зацепчике терять. Все, ребят, поводочек навязала. Это у меня мои щипчики. И ставлю вот такую вот серебристую вертушечку с одинарным крючком. Почему одинарным? Чтобы не цеплялась за траву и коряжник. Потому что очень сильно цепляется. Чтобы уменьшить вероятность зацепов, ставлю именно такую. Такая приманка у меня была хорошая. И кто бы мог подумать, что выйдет какая-то скотина оттуда и срежет ее. Ее срезала. Пипец. Просто взяла и срезала рыба. Я в шоке. Ребята, хожу вот так вот на местечко, на вот такое. Там вот дальше очень много травы. Боюсь зацепиться, но попробую. В очках очень хорошо видно, что на дне. Опа. Немножко быстрее здесь проведу, для того, чтобы просто, не зацепиться за травку. Хоть одинарный крючок и, нормально, но у меня нету приманок таких никаких больше, чтобы нормально работали на этой реке, потому что ничего не хочет работать, ничего не хочет заводиться, я имею в виду, не то, что по рыбе, да. Короче, ребят, вы такой бобровьей дыры, наверное, еще не видели. Во, смотрите, он тут настругал себе его, и это все бобровья яма. Прикол, да? Интересно. Сейчас вот иду вдоль реки, ищу что-то для себя интересное. Сейчас с моей стороны совсем меленько. Так, сейчас посмотрим. Думаю, что вот здесь вот можно попробовать что-нибудь побрасывать вот туда вот под противоположную сторону. Там такие вот деревья.
пришлось обходить вот эту вот маленькую речушку, чтобы добраться к новому участку реки, на который я ловлю. Благо, недалеко идти. Ребята, что-то большое, ребят, очень большое, ребят. Фух, большая рыба, ребята, очень большая. Большая очень рыба, ребятки. Блин, здоровый хариус. Здоровый, ребят. Фу. Блин, не знаю, возьму или нет. Ой, ребятки, очень большой, монстр, настоящий. Блин, вообще, никогда такого не ловила, никогда в жизни такую рыбу не ловила. Ё-моё, нифига себе! Достану у него изо рта. Видите, у меня безбородый крючок, поэтому ему ничего не должно быть. Ребятки, освободили рыбку. И сейчас мы его аккуратненько отпускаем. Давай, друг. Blue dew, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna say? Занесен, к сожалению, в Красную книгу Республики Беларусь, поэтому все, кто его поймал, обязаны его в обязательном порядке в целости и сохранности выпустить для того, чтобы рыба восстанавливала свои популяции. Внесен в Красную книгу Республики Беларусь, как и форель, обитает в очень холодных реках, не любит теплых рек, и при повышении температуры в них, а это, кстати, довольно-таки теплая река, она потом очень сильно зарастет, он может впадать в коматоз. Вот такие вот дела. Поэтому для меня это огромное удивление было поймать такую рыбу на спиннинг. На самом деле на спиннинг мне с такими рыбами везет. Хотела открыться я по щуке или по окуньку, а открылась как-то вот так. Вот такое вот открытие у меня произошло. Сейчас закончился запрет, поэтому я думала, что будет она. Но у меня произошли поклевки 2 хариусов. Для меня это большое удивление, возможно, потому что еще очень холодная вода. Потом, ближе к лету, я думаю, что эта река очень сильно зарастет, потому что и так уже очень много травы, она не глубокая. Вот. Ну и щуку я, можно так сказать, сегодня увидела в очки. Она у меня украла мою колебалку и убежала. Вот такие вот дела. Рыбалка постепенно подходит к концу, потому что уже вечер, это, можно сказать, вечерний клев. Если вам нравятся такие видео, если вы любите рыбалку, вне зависимости от того, где вы рыбачите, на стоячих водоемах, на реках, ловите на спиннинг, закидушки, фидер или какие-то другие снасти, любите рыбачить летом, зимой, осенью и весной, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Всем ни хвоста, ни чешуи.
Пока. Gonna